Ильхам Алиев снова разразился абсурдными обвинениями в адрес армянского народа в контексте не менее абсурдного и антиисторического тезиса западного Азербайджана. Алиев вновь выразил территориальные претензии в отношении Армении, назвав территорию республики Западным Азербайджаном. Утро 5 декабря азербайджанский президент Ильхам Алиев начал с новых и старых претензий Армении. Озвучены они в обращении к участникам Третьей международной конференции «Культурное наследие и право на возвращение». Восстановление культурного наследия азербайджанцев, изгнанных из Армении, как путь к справедливости, примирению и миру. Само проведение конференции с таким многообещающим названием уже выглядит странно на фоне заявленных усилий по примирению и отказу от взаимных претензий. Но нет, Алиев говорит одно, делает другое. Далее Алиев сослался на исторические факты, которые, как известно, штампуются в Азербайджанской академии выдуманных наук и не имеют ни малейшего отношения к реальным историческим фактам. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к участникам Третьей международной конференции, проходящей в Баку, на тему «Культурное наследие и право на возвращение. Восстановление культурного наследия азербайджанцев, изгнанных из Армении, как путь к справедливости, примирению и миру». Как сообщают азербайджанские СМИ, обращение главы государства зачитал начальник отдела по связям с политическими партиями и законодательной властью администрации президента Эдалет Велиев. В обращении говорится: «Уважаемые участники конференции, сердечно приветствую вас на Третьей международной конференции, посвященной теме «Культурное наследие и право на возвращение». Восстановление культурного наследия азербайджанцев, изгнанных из Армении, как путь к справедливости, примирению и миру». Народ Азербайджана, обладающий древней историей государственности и культуры, на протяжении последних 2 столетий неоднократно сталкивался с лишениями, депортациями и геноцидами. Как заявляет Алиев, после переселения армян на исконные территории Азербайджана в 20 веке резня и незаконные выселения, совершенные против азербайджанцев, вынудили сотни тысяч людей покинуть родные земли и искать убежище в Азербайджане. Факты насильственного переселения азербайджанцев, проживавших на территории Армении, из горных районов в места с более теплым климатом, присвоение их имущества, созданного многолетним трудом, захват, уничтожение и отчуждение образцов материальной культуры – все это подтверждено авторитетными документами. Армения на протяжении истории систематически уничтожала богатое материальное и нематериальное культурное наследие азербайджанцев Западного Азербайджана. Их святые места, кладбища и исторические следы на своей территории, стремясь стереть присутствие азербайджанского народа. Предпринятие необходимых шагов для юридической оценки преступлений против человечности, совершенных армянами в отношении азербайджанцев, и поддержка международного сообщества в этом вопросе имеют большое значение. Сегодня крайне важно обеспечить возвращение азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении, в рамках закрепленного Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, Конвенции о статусе беженцев и других важных международных актах права на возвращение. Также необходимо усилить усилия по запуску процесса, связанного с восстановлением и защитой культурного наследия, при участии международного сообщества, включая специализированные структуры ООН. Ведь право на возвращение – один из основополагающих принципов прав человека. Его обеспечение означает не только физическое возвращение на родную землю, но и восстановление духовной целостности общества, культурного наследия и исторической памяти. Восстановление и защита азербайджанского культурного наследия на территории Армении – это законное требование азербайджанского народа, а также необходимость, продиктованная уважением к общечеловеческим ценностям, закрытием страниц вражды и обеспечением взаимопонимания между народами. Следует высоко оценить выдержанную и конструктивную позицию общины Западного Азербайджана, объединяющей людей, непосредственно пострадавших от депортации и резни, ее готовность к диалогу и примирению, соответствие ее деятельности международному праву, уважение к территориальной целостности и суверенитету государств.
Встреча Азербайджана и Армении 8 августа 2025 года в Вашингтоне при посредничестве Соединенных Штатов Америки, подписание совместного заявления и парафирование проекта мирного соглашения внушают надежду и уверенность в обеспечении совместного проживания двух народов в будущем. Мы верим, что миролюбивые представители общины Западного Азербайджана вернутся на земли своих предков, и между нашими народами установятся добрососедские отношения. Выражаю пожелание успешной работы этой уже ставшей международной платформой традиционной конференции и подчеркиваю уверенность в том, что предстоящие обсуждения внесут вклад в защиту культурного наследия, в достижение взаимопонимания по вопросу права на возвращение и в обеспечение безопасного, достойного и мирного возвращения наших соотечественников на родные земли, став важным шагом на пути к примирению и миру, подытожил представитель Алиева, обращаясь к участникам международной конференции и озвучивая его текст. Что на самом деле означают все эти громкие слова и территориальные претензии, прозвучавшие в обращении Алиева? Армянские эксперты дали свой ответ на то, что президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь заявил о так называемом праве на возвращение азербайджанцев, насильно выселенных из так называемого Западного Азербайджана, то есть современной Армении. Следует четко понимать, это не повестка мира. Это требование фактического пересмотра территориальной конфигурации Армении, конечной целью которого может быть установление какой-либо формы армяно-азербайджанского сосуществования на нынешней территории Республики Армения. Это заявление демонстрирует, что реального мира не существует. Вопреки утверждениям Никола Пашиняна и провластных кругов, Баку не смягчает, а наоборот, ежедневно ужесточает свою позицию, стремясь обеспечить максимально односторонний результат. Но почему Алиев выдвигает такие требования именно сейчас? Прекрасно понимая, что они могут ослабить власть, действия которой на данном этапе для него наиболее выгодны. По сути, причин несколько. Во-первых, Алиев не доверяет воспроизводству власти Пашиняна. Азербайджан стремится завершить реализацию своих ключевых требований до 2026 года, понимая, что в случае возможной смены власти переговорные позиции Армении могут радикально измениться. На этом этапе Баку пытается зафиксировать максимум возможного. Во-вторых, Алиев повышает цену за внутриполитическую поддержку Пашиняна. На выборах 2026 года внешняя поддержка станет для Пашиняна критически важной. Алиев формирует новый пакет очевидных требований, давая понять, что любая поддержка будет обусловлена новыми, более глубокими уступками. Это прямой политический сигнал, адресованный не только Еревану, но и внешним игрокам. В-третьих, Алиев считает, что в Армении больше не действуют центры сопротивления. Ослабление внутриполитического поля и отсутствие организованного сопротивления Армении в Баку воспринимают как сигнал о том, что сегодня в Армении отсутствует внутренний потенциал, необходимый для противостояния азербайджанскому давлению. Именно эта уверенность позволяет Алиеву гораздо более открыто и жестко озвучивать то, что раньше он формулировал осторожнее. Причем главным союзником Алиева в нейтрализации центров сопротивления внутри Армении, по сути, выступает сам Пашинян. В-четвертых, Алиев формирует новую отправную точку для переговоров на международных площадках. Его заявления нередко адресованы не только Еревану, но и внешним центрам – США, Европе, Москве и Анкаре. Алиев пытается закрепить следующую логику. Требования Азербайджана озвучены давно, следовательно, они должны рассматриваться как часть переговорной повестки. Таким образом, он стремится обеспечить, чтобы любые дальнейшие обсуждения начинались с наиболее выгодной для него позиции. Для Армении вывод более чем очевиден. Как бы ни отличались сценарии, бесспорно одно – нынешний статус-кво удерживает Армению в поле одностороннего, унизительного и постоянно расширяющегося давления. Хотя провластные круги говорят, что в этот момент страна перевооружается после поражения в Карабахе. Выборы 2026 года не будут обычными. Они определят, продолжит ли Армения двигаться по траектории, диктуемой Азербайджаном, или восстановит свою государственную субъектность и достойное позиционирование.
Мир, построенный на односторонних уступках, не является миром. Это лишь трансформированное давление с новыми требованиями и новыми угрозами. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные и актуальные новости мира и Южного Кавказа.